Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от ST Games, и сегодня у нас на обзоре сверхтяжелый японский танк Type 5 Heavy, да, десятка, проходная прокачиваемая ветка, вот такой вот у нас красивый стиль. И да, прежде чем мы продолжим обзор, первое, я вас прошу поставить лайк под этим видео. Второе, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор это не сделали. Вам не тяжело, а мне приятно. И третье, я хотел бы сказать большое спасибо Петру, нашему подписчику, вот, который задонатил на этот обзор. Да, он купил мне прем-танк КВ-4 КТТС и попросил сделать этот обзор. Естественно, Петр, для тебя и для всех вас, ребят-танкисты, делаем этот шикарный обзор. И прямо сейчас отправляемся смотреть, что правильно, бронирование. Тем более, что здесь есть на что посмотреть. Итак, господа, коллижн модель нашего Type 5 Heavy, и это венец японского танкостроения тяжелого, да, ну вот правильно, давайте его поставим. Ну и начнем. У нас есть тоненькая НЛД, у нас есть центральная часть, будем называть ее центральная, и ВЛД. Все-таки, ну, три части, соответственно, давайте мы их все-таки разделим. А НЛД приведен, вообще 115 миллиметров фактического бронирования, в приведенке 418, ну и понятно, сюда стрелять ему бесполезно, система пишет рикошет. ВЛД 160 миллиметров, но расположен под хорошим наклоном. Вот, и соответственно, и мы имеем в приведенке, ну, в среднем снизу там 400, сверху 430, а тоже никто не пробьет. Центральная часть, она у нас 270 миллиметров, имеет плохой угол наклона, да, и в приведенке имеет в среднем 272-274. Крепкая ли эта часть? Если 10 левела, я даже про 8 говорить не буду, 9, ну так, тоже в принципе, да, вот восьмерки и девятки нас сюда не пробивают обычными снарядами, восьмерки даже голдой. Вот, девятки голдой уже будут пробивать. А вот десятки, то же самое, как и девятки, на обычном типе снаряда будут определенные трудности испытывать. Голдой, да, пожалуйста, но не все же на голде играют. Теперь касаемо подбашенной рубки. Щеки над гусеничной полки, вот в этих частях 400 с лишним, стрелять бесполезно. А центральная часть вот эта, она так же, как и вот эта, да, подрубка, там, вот здесь 275, 276, 275, люк мехвода ослабленная зона 254 и пулеметное гнездо 265. То есть, да, вот ослабленное место его. Да, назвать в целом-то 276, как и здесь 273, супер броню язык не поворачивается. Вот такая вот рубка. Давайте смотреть башню. Маска орудия у нас огромная. Ну и здесь такие с переходом основная бронеплита башни. Значит, маска 280, 360, 280, 280, 280, 360. Запомнили. Рядом с маской 285 где-то. И здесь те же самые 284. Крепко ли это маска? Ну, против, опять же, обычных снарядов супер мы сдержим все. Вот голду уже, увы, нет. Щеки, понятно, тут там 700. Бесполезно стрелять. А верхняя планка, танк очень высокий, вы будете ее видеть разве что только на таком же Type 5 Heavy, если будете играть напротив. Вот. А так-то сюда эту планку в жизни ни один танк и не увидит, поэтому даже рассматривать это бесполезно. Люк 252, опять же на обычных снарядах восьмерки терпят бедствие, да, девятки некоторые будут испытывать трудности, а восьмерки на голде большинство танков будут испытывать трудности. Девятки на голде, десятки на голде будут пробивать, хотя иногда и вот чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево 400 стрелять надо строго по центру. Боковое бронирование у нас внизу с катками там получается 175.
местами даже такие вещи выскакивают. Вот здесь 160. Хорошо ли он танкует от борта? Естественно, хорошо. Ну нифига себе. Но подставляет чеку, но здесь 318. Но вот это вот место все равно даже под углом у нас там, ну, под 300. Ну, 290, грубо говоря. Вот. В принципе, может танковать от борта. Почему нет? В целом броня неплохая. И, конечно же, ну, прям совсем рассчитывать, что вас пробивать-то не будут. Ну, голдой будут. Но обычно, если вам повезет, и в бою противники будут жадничать, да, ну, естественно, без голды вас пробивать крайне тяжело. Итак, господа, с броней разобрались. Давайте смотреть теперь пушечки. Пушечки, потому что их две. Вот такая вот фугасница, будем ее называть. Давайте сюда. Вот. Значит, альфа на фугаснице, конечно же, больше. Они обе 10-го левела. 900, здесь 600, да. Здесь на фугасе 770 всего лишь. Вот. Бронепробитие, значит, есть обычный фугас 75, есть голдовый фугас 192 и есть бронебойный снаряд на 252 бронепробития. Здесь 600 и 770 на фугасе. На фугасе бронепробитие нищее. 257 пробития на основном, 290 на голде. А фугасница заряжается дольше. Обычное орудие нет. 17,1 побыстрее. Вот. ДПМ на фугаснице повыше из расчета вот такой альфы, да. Точность на фугаснице вообще никакущая. Там с ведро просто прицел 0,47. Здесь 0,38. Что очень приятно. Плюс сведение здесь 2,5 секунды. Здесь 2,9. На этой пушке, мне кажется, после нерфов фугасов, да, на Type 5 Heavy только умалишенный будет играть. Вот, я все-таки рекомендую играть на это. Многие там, знаете, меня пытались переспорить, давать, на фугаснице есть бронебойный снаряд с большей альфой, чем на топовом орудии. Да, на 80 больше альфа. Бронепробитие примерно такое же, но при этом пушка заряжается дольше, 0,47 разброс и 2,9 время сведения. Так что не надо даже заниматься этим говном и играть вот на этом орудии. Играть на Type 5 Heavy нужно исключительно на топовой пушке. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке вездеходная ходовая. Так, огневую мощь открываем. Все, время сведения более-менее комфортное. Делаем точность, себе повышаем. Отстройку пролакс в четвертом блоке. Звукоизоляцию в пятом. Дополнительную шумоизоляцию мы делаем в седьмом блоке. Потому что у нас фокусить арта будет просто со страшной силой. И вот я вот здесь вот думаю. Здесь надо дополнительную систему безопасности все-таки прокачивать. Прям по-любому, мне кажется. Вот вторым слотом берем мобильность. Обязательно на этой тачке будем катать на турбине. Ставим ее как раз во второй слот. И касаемо оборудования, я лично сам вижу здесь только один комплект оборудования. Это закалка, это турбина и это досел. По снарядам у нас что обычный, что голдовый. Это ББХ, это приятно. Да, они летят прям не супер как быстро, но нормально. 850 вполне хватает. Вот, фугас, кстати, те же летит. Метры в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк. Огромный штат у нас сотрудников. 6 членов экипажа, да. Вот, 2 заряжающих. Перки наблюдаете перед собой в таблице. По УВН у нас все шикарно. У нас минус 10, а помните наше бронирование. Поэтому в связке даже для рельефных карт это круто. По ХП мы просто невероятный жирный слон на закалке. У нас 3200 ХП. Разменивать ХП можно, учитывая опять же, что альфа у нас невероятная в 600. Поэтому танк по сути по геймплею про размен ХП. По мобильности с турбиной у нас 30 почти вперед, 17 назад.
Менее 10 лошадей на тонну удельной мощности. И по обзору у нас 433 метра. У меня еще штраф 9 висит. Так было 442. По плюсам и минусам. Обзор у нас средний, ни плюс, ни минус. По мобильности мы очень медленны, и это минус. А вот по живучести, бронирование плюс. Количество ХП это жирный плюс. По пушке сплошной плюс. Хорошая сочная альфа. Отличное бронепробитие. У нас есть УВН, немножко во всей этой канители расстраивает только скорость полета снаряда, потому что в принципе для танка штурмового точность у нас вполне себе приемлемая. Вот, сколько у нас тут сейчас? 0.36, 2.34 время сведения. Для такой альфы, для такого дрына это very best. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой, ребята. Тачка играется в размен ХП, едем, давим, побеждаем. Вот это, наверное, девиз этого танка. Погнали. Так, господа, обзор боем японский. Сверхтяжелый танк 10 левела Type 5 Heavy. Вот такой вот у нас 3D стиль. Да. Поедем в город. Там будем воевать. У врагов из опасных для нас танков 2. Фош и Фош Б. Самые опасные. У нас 2 тайпа. Вот это прикол. Ага. Фоша танканули. Фош, кстати, не на фугасах. Не на фугасах, наоборот, не пробил. Так, наверное, пробил в жопу нас. Повезло, повезло. Он там долго не проживет. В городе мало у нас танков. Я пожалею, что я сюда поехал. Наверное. Не знаю. О! В крышу уперлись. Застряли. Подождем наш. Что-то мне одному стрёмно туда ехать. А наши не торопятся. Чар-футур гнездится. Ладно, поехали. Что делать? Тут никого пока. О! Здрасте. Вот не пробил. Вот это плохо. Пацана добирать надо. Тихо, тихо.
Ох, тут опасно, да. Не пробил. Надо его давить. Пробитие. Вот один раз пробил. А вот я не пробил, и это плохо. Определенно плохо. Пробили, ребят. Ну, очень тяжело тут жить. Гаденыша. БК мне все выбил. Все, едем дальше. Пока живем. Пол хп растеряли, весь побитый, как собака бешеная. Ничего чиниться не могу. Так-то не едет. Ну, 3500 дали. Еще дали. 4 дали. Сумма уже 5600. Нам бы починиться, было бы хорошо, но, увы. Да. Просто как побитая собака. 15 секунд еще. Движок выбит. Все, починились. Поздно, правда, ну что, хоть так-то. Я боюсь, уже ничего не настреляем. Надо было большие. Вообще на нем, наверное, лучше даже, кстати, большие ремки возить. Вот, еще дали. Хорошо. Да. С своей пушкой что ты сделаешь? А там один АМБТ остался. И он даже его не вижу. Ладно, все, победа. 5к настреляли. 1600 насветили. 5-6 там с чем-то получилось, да? 6300, 6400 сумм. Сойдет. Настоящий мужской танк. Вы видели, сколько? Я фашат толканул. Весь барабан. Да. Столько танков мы держали. Столько мы танков держали. Господи. Первое нестыдное место. Вот, 5к. Да, правда, ни одного танка не убили, но 5к набили. 1500 насветили, да.
Посмотрите, сколько мы заблокировали урона. 5360. Представляете себе? Вот такой вот это замечательный танк, господа, да. Так что прошу любить и жаловать. Type 5 Heavy самый лучший на свете танк. И это факт. Пишите свои комментарии, у кого есть Type 5 Heavy в ангаре. Как вам эта машина? Вот, нравится, не нравится. Получается ли на ней играть? Может, знаете, какой другой комплект оборудования. Ну, а я хочу сказать, что настоящие мужчины, да, повторюсь, настоящие танкисты, должны играть только на Type 5 Heavy. То есть вот все должны выезжать и биться вот на этих машинах. Конечно же, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, а я уже говорю, до скорых встреч, пока-пока. Да, и Петру, поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.